Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно густой смолы. Как найти на нее чертеж, как ее делать, какие ингредиенты нужны, где их брать и вообще нужно ли это вам или нет. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Нам нужно будет отправиться в Гавань Лиуэ, департамент по делам граждан, который находится в данном месте. Но прикол еще в том, что нам нужно будет выкачать репутацию до 3-го уровня, чтобы мы получили доступ к тому, что нас интересует. Прожимаем, нажимаем. Уровень репутации, вот, пожалуйста. Инструкция «Густая смола». Подробная инструкция по изготовлению густой смолы. Используйте ее для пробуждения цветов артерий земли и окаменевших деревьев, чтобы повысить свою эффективность. Одновременно можно иметь не более 5 единиц густой смолы. В общем, эта штука нам нужна, без нее, естественно, не получится. Дальше нам понадобится алхимический стол, чтобы, так сказать, загрузить туда наш чертеж. И у нас появится чертеж густой смолы, который мы сможем производить. Делается это из кристального ядра. Ядро кристальной бабочки поглощает элементальную энергию из воздуха. Где их найти? Ловля кристальных бабочек. Я вам это покажу, это не так уж и сложно. Я просто, бегая по миру, каким-то образом насобирал такое количество. Ну и, собственно, первородная смола. В размере 40 единиц. Для создания одной штуки. Учитывая то, что мы обычную первородную смолу используем в размере 20 единиц за один заход, используя густую смолу, получается эквивалент будет 40 единиц. Но мы и получаем в 2 раза больше наград, но они такие же рандомные. Вот как выглядят данные бабочки. Нужно к ним будет просто подойти на расстояние взаимодействия и нажать клавишу F. Но это дело, конечно, нужно делать сразу, как вы их заметили, иначе они просто-напросто улетают, а потом исчезают. Вот хороший пример. Все, кристальное ядро у нас есть. И не забывайте то, что 1 единица первородной смолы у нас восполняется за 8 минут. Вот, к примеру, артерии Земли, цветы озарения, где мы получаем те самые волшебные книжки, которые нам нужны будут в больших количествах. Стоимость 20. То есть здесь мы можем использовать густую смолу. Что получается? Мы, получается, получим в 2 раза больше, нежели зашли бы просто 1 раз. Это вроде как бы и удобно, но это больше экономия времени, как по мне. Давайте-ка посмотрим, как это работает. И не забывайте то, что в этих местах иногда бывает x2 награда. Но это происходит тогда, когда разработчики этого захотят. И когда такое происходит, у нас получается x2 идет с одной артерии и еще x2 со смолы. Так что есть вариант иметь их про запас периодически. Потому что таким образом, делая густую смолу, вы можете аккумулировать в себе первородную смолу. То есть вы не можете зайти в игру, не можете поиграть в нее в этот день. Зайдите, сделайте густую смолу. Ну вот, мы зачистили и активируем. И у нас есть 2 варианта. Либо первородная, либо густая. Используем густую. И, как видите, получили больше. И сэкономили время. Также мы можем использовать эту густую смолу, когда фармим артефакты, либо же расходники на пушки. Ну, то есть подземелье. Ну вот, мы прошли подземелье. И, как можете заметить, я могу использовать густую смолу. Допустим, мы с вами захотим пойти с этой штукой на кубики, на папоротники, на все, что с этим связано. Но прикол то, что стоимость сбора наград здесь уже 40 единиц. Давайте-ка посмотрим, сработает или нет. Ну вот, мы уничтожили криопапоротника, как видите, я не могу использовать густую смолу здесь. Хорошо. То, если мы пойдем на недельного босса. Я специально вам это показываю, чтобы вы это знали, потому что, ну, сказать это одно, показать это другое. Босс повержен, подходим к цветку, и опять-таки то же самое. Нельзя использовать густую смолу. Только лишь там, где мы используем 20 единиц, мы можем ею воспользоваться. Только так и только так. Подытожим. Что у нас получается? Смотрите. Шанс дропа не увеличивается определенных предметов из серии легендарки, эпика, все точно то же самое. Увеличивается лишь количество x2. То есть
Учитывая то, что мы используем 20 смолы за один заход и 40 смолы за один заход через густую смолу, с шансом x2 мы просто таким образом экономим себе время. Но, и это очень важно, мы можем аккумулировать себе все это дело, пока не находимся в игре. У нас максимальный запас 160 единиц обычной смолы. Это 4 густых смолы, которые мы можем сделать в один день, когда нас нету в игре, а потом использовать это на следующий день. И это, как по мне, очень и очень хорошо. А чтобы полностью 5 единиц, это нужно 200 единиц смолы. Так что, ребята, пользуйтесь этим и знайте. X2 хорошо, экономия время хорошо, но когда вы можете аккумулировать смолу, это еще лучше. И да, друзья, я забыл и понял это только на монтаже. Пожалуйста, пишите, какие видео вы хотите видеть по этой игре, какие гайды, какие обзорчики. Я составляю списки по ней, чтобы потом, снимать, еще раз снимать, чтобы завести много контента. Спасибо.